Доброго времени суток. Сегодня играли партии тренировочные. И вот очень много поиграл своим ученикам. Но мне приятно, честно говоря, потому что поиграл своим ученикам. И вот давайте я сейчас продемонстрирую пару фрагментов, на мой взгляд, интересных. Ход белых в этой позиции. GH4. То есть идея какая стоит? Что нельзя DE7 из-за вот этой вот тактики, естественно. Далее. Ходим CB6. И вот здесь вот неожиданный ход такой. HG5. То есть я грожу поставить на F6. Если DE7, вот основная ветка, то CB4 хожу, BA5 и DC3. Вот таким образом заканчивается партия. Естественно, здесь, если не ходить на E7, то получается на F6. Но не буду дальше смотреть позицию, должна быть она выиграна. Вот такая вот симпатичная идея, я считаю, была. Следующая позиция. Давайте я переверну. Ну, идея, я покажу, какая у меня идея была в этой позиции. В принципе. Я играл, кстати, белыми. Я поиграл эту позицию, но я чуть по-другому поиграл. Ну вот, идея, я считаю, что здесь интересная была. У черных очень интересная. Хотя вот компьютер, кстати, показывает именно здесь, показывает тот вариант, то есть, по которому меня выиграли в партии, вот, в блиц-партии. Ну, давайте я вам покажу, мне кажется, симпатичную идею. EF4. Ну, то есть здесь вроде бы надо ходить на E3, ну, остальные ходы, то есть я захожу на G3, хотя, ну, может, я вот говорю, что может вот это не сильнейший ход, EF4, но тем не менее идея. Какая у меня мысль здесь была? DC3 и вот пойти именно FG7. То есть далее на FG7 и, допустим, на любой ход. Так, как это мне тут показать? Ну, GF2, допустим, GF4 и GH6. То есть на любой ход вот эта вот идея идет. Понятно, что здесь ход есть идея такая вот DE5 на E. Вот это, скорее всего, ничейная позиция. Хоть и лишняя шашка у черных. Но позиция должна быть. Хотя, ну, не знаю. Ну, мне кажется, что все-таки ближе к, ну, позиция к ничейной здесь, в этой ситуации. Далее. Понятно, что здесь позиция должна быть выиграна у черных. Давайте по-другому пойду. То есть ED6. И вот эти вот фиксации вот этой группировки, ну вот, допустим, пойти, можете сами как-то поанализировать. Ориентировочно я хожу, вот DC7, ориентировочный вариант показываю. На вот этот ход есть тактика. Побили, вот такая интересная тактика. На G3 сюда пошли, то есть так нельзя ходить. Из-за тактики тоже. Вот таким образом. Так. DC5 мы посмотрели. Дальше. CB6, BA3. И вот здесь вот самозажим. И очень, то есть и выиграна позиция. Вот видите. И у черных еще есть запасной ход даже. Но вот такая тоже, мне кажется, интересная позиция во всех вариантах. Но вот ход, мне кажется, очень тоже любопытный такой. Хотя, наверное, вот я, кстати, не уверен, что здесь было DC7, но здесь, по-моему, даже, может, BA7 был ход. Ну, выиграли черные, там, кстати, без проблем. Как-то выиграли, я уже не помню даже, но вот видите, мне ход, конечно, EF4 нравится за ходом вот на G3, то есть угроза. Неожиданно такой перекрывает путь шашки G5, нестандартный ход такой вот. Так, далее. Опять давайте перевернем. Вот любопытная идея тоже была в партии.
Здесь ход был GH2. Но вот здесь вот надо ходить нестандартно чуть-чуть. То есть тоже вот если сравнивать, наверное, не сравнивать, вспомнить вот эту известнейшую позицию Тимковского 4 на 4, когда два таких вот достаточно парадоксальных хода было. Кстати, я уже неоднократно говорил, что вот я даже на курсах спрашивал по повышению квалификации, то есть какая самая известная позиция все-таки в русских шашках, все-таки вот говорят, что позиция вот эта 4 на 4 Тимковского, то есть, ну, когда здесь рожон у черных стоит, здесь шашка, ну вот здесь вот эти шашки, неоднократно я вам даже показывал на канале, F2, G1, H2, и вот когда парадоксальные вот эти ходы FG3, потом GH4, то есть можно сказать, ходы, но они выигрывают, то есть там много достаточно приемов для русских шашек, и вот часто, когда меня просят показать самую, на мой взгляд, вот известную позицию, все-таки я показываю вот эту позицию Тимковского, хотя ну, много и у всех, то есть очень много, я считаю, что великих игроков русские шашки, и очень много интересных позиций. Вот я неоднократно того же вот Аркадия Мироновича Плакина показываю партии и позиции. То есть идей очень много, но не хочу всех обидеть. То есть там, ну вот всем даже я рекомендую, почему я так вот начал говорить, всем я рекомендую ту же книгу вот о Сокове, Василия Сокова с партиями посмотреть. Очень много идей хороших. И, ну, то есть, я думаю, что очень много полезного. И в плане красоты, ну, в плане, то есть, познания шашек, даже можно сказать. Не можно сказать, а точно в плане познания. То есть, я чуть не точно выразился. Ну, вот смотрите здесь. То есть, надо было вот этот вот антиход делать. То есть, ну, блиц сложно, но кто поопытнее, конечно, но сделает этот ход. А давайте мы посмотрим все ходы, которые могут быть. Вот здесь вот GF4 и идея идет FG5, вот FE5 было. И в дальнейшем выигралась вот эта вот партия, то есть идем просто в дамки. АБ6. А на АБ6 вот эта вот идея симпатичная. Такой удар и тоже партия выиграла. Так, ну вот симпатично, я считаю, что идея тоже в этой позиции была. Был ход GH4. О, нет, подождите, чуть-чуть дальше. Потому что в той позиции как раз не хватало шашки на 1. Сейчас шашек по 10. А там вот, да, если здесь тоже может быть интересная позиция, но давайте покажу вот эту позицию попозже. Хотя шашки не хватает, наверное, это не так интересно. В партии все-таки было по 10 шашек. И вот ход, я сразу с ходом GH4 покажу. Именно зажим симпатичный. Видите, GH4 зажим. Тут давайте вот рассмотрим основные варианты. ЕД здесь. На ЖФ, понятно, тактика вот эта вот. Дальше ЕФ6 основной вариант. И вот на ЕФ6, ДЕ3 опять зажимаемся. То есть хотят черные провести удар, естественно, закрываемся. ДЕ7 и вот эту комбинацию проводим. И так далее. То есть на АБ2 уже черные, видите, проводят вот эту тактику с боем. То есть здесь ничего нету. Вот. Получается, допустим, на С5 ориентировочно. Но здесь ничейная позиция. То есть надо быть внимательным. Кажется, пережидаем тут. Но, в принципе, видите, ход вот этот ДЦ5 он решает. А здесь, наверное, G5 надо было. Но вот я думаю, что позиция где-то все-таки выиграна. Хотя анализируйте, может быть, что-то есть у черных в этой позиции. Потому что все-таки вот эта вот связочка стоит. Давайте я вам покажу. Ну, наверное, ЕД6, может еще, можно как-то там с перебоем было. Наверное, вот эта вот позиция стоит. Но с точки зрения идей мне уже не так интересна эта позиция. Тут надо точно посчитать просто. Позиция вроде бы должна быть выиграна у белых.
по виду, но русская шашка игра, вот шашка 64, точнее сказать, давайте я буду говорить, очень точная, поэтому надо смотреть. А вот давайте вот эту же позицию посмотрим с точки зрения, если шашки не хватает. Ну, понятно, что можно где-то отдать, потому что 9 на 10. А вот здесь ход как раз то Ef6 есть. И вот на ход FG5 надо ходить FG5. И здесь контрудар, видите? Если шашки нету, ну, возможно, что даже может где-то E1, ну, вот получается контрудар на это поле. Вот такая вот позиция. Так, давайте дальше. И вот последняя, да, позиция, что я хотел показать. Что получилось в позиции. И я, честно скажу, здесь играл за белых, то есть рассчитывал, тоже в блиц играли, рассчитывал. Я тут в один момент сдался, я сейчас скажу, где сдался, но была ничья, и идея, я думаю, вот интересная. Потому что вот эта позиция крайняя сейчас будет. FG3, то есть, ну, на что у меня расчет был, что, естественно, будут делать какие-нибудь, допустим, такие ходы именно, зажать с двух флангов, и достаточно хорошая должна быть позиция. Ну, не знаю, давайте я покажу приблизительно, что я хотел. Так, ну, наверное, ED2, BA7 и после этого вот BC5, естественно. То есть, ну, идея стандартная, они знакомые, в принципе. Вариантов нету. Здесь вот таким образом. Такие идеи, там еще вариантов много есть, но вот я думал именно пойти на такую идею. Поэтому я видел, что вынужден CB4. Здесь я, конечно, чуть-чуть просчитался за белых. Так. Сейчас давайте посмотрим вот этот ход BA3. Честно говоря, вот здесь я думал, что супер позиция у меня у белых. Но я сейчас покажу, где я просчитался и в какой момент. То есть BA7. То есть если ходить, допустим, HG, то EF2, то есть вот угроза вот этого удара идет. Давайте буду показывать потихонечку. Ну вот, угроза этого удара идет. Так, давайте еще раз. А если ходить так, то получается вот эта вот тактика. То есть, эта тактика встречается очень часто вот здесь при связках, при вот этих вот, то есть при выходе из связок DE5, то есть побили. Потом CB4, потом AB6, то есть и бьем на H2. Но вот встречается и здесь, видите, как разновидность из скала. То есть вроде бы, конечно, если ходить сюда, то здесь будет так, но это уже совершенно другая позиция по сравнению с тем, что я сейчас покажу, вариант был. Но здесь, понимаете, вот ED6, в принципе, ничего не видно. То есть я думал, что просто как-то я проведу здесь какую-то комбинацию, но вот здесь вот как раз-то, видите, шашек плев, но и ничего не видно. Позиция, конечно, должна быть получше чуть-чуть у белых, но я думаю, ничейная, абсолютно ничейная позиция. Так, вот EF2 тоже на EF2, ну DC5 ничего не проходит абсолютно. То есть вот эти удары не проходят. Видите, ED6, кажется, просто стоит. Простая идея, но если смотреться, то ничего абсолютно не проходит. А было в партии по-другому. Сейчас я вам покажу, как было. То есть сюда. Я здесь пошел сюда. То есть далее DC7. И вот мне казалось, в этой позиции у меня абсолютно все хорошо. Не смотрел вот эти самозажимы ни в одном из вариантов. Позиция-то ничейная, но я вам сейчас покажу. Я, честно говоря, здесь долго позицию считал, не видел ничью абсолютно. И в партии я ее не сделал, потому что я сдался заранее. Но
идея какая у меня была, допустим, нельзя куда-то сюда, не то что нельзя, но идея вот такая, то есть будет на Е5 никогда не пойдешь, на ЕД6, вот допустим я начну сюда, сюда, и вот какие-то начинаю, то есть вот эти вот зажимы, типа, смотрите, вариантов вот такие, то есть я показываю, что считал, понятно, что так не надо было, вот даже я видел на эту тактику, то есть, ну вот такие какие-то я варианты видел, думал, что все нормально, понятно, что здесь CD6 не надо, то есть FG как-то надо, наверное, вот эту позицию, вот в эту позицию идти здесь. Ну и так далее. Здесь, конечно, ничейная позиция. HG5 таким образом. А вот я сейчас покажу, как в партии было. То есть ED6 просто было. Здесь я долго, как я уже говорил, считал и ничего не мог насчитать, но в принципе шел я по правильному пути. BC3, то есть идея какая? На HG7 хотела, ну да, провести вот эту тактику, я помню, на HG7 хотела провести вот эту тактику. Так. Вот таким образом. Так, ну здесь просто можно на F2 побить и так далее. То есть, так, куда тут? На H8, ну и CD4 разменяться, ничейная позиция. То есть, но здесь все гораздо глубже. То есть, все это, естественно, виделось, то есть, ну, остается если G входить, то DC5 и вообще непонятно, просто непонятно, что делать. Так. Так, на G7 и, то есть на F6 и вот просто перебиваемся сюда. Так, вот ED4 я пошел, BA3, GF2. Ну вот нельзя проводить, понятно, вот это вот нельзя проводить идею. То есть я думал, что я так изобретательно защищаюсь из-за вот этой вот идеи. Но, естественно, тут ходит BA3 и вот здесь вот я сдался. Но я не видел, сейчас покажу, чего я не видел тут. То есть я смотрел, что будут ходить так, и вот я не видел, сейчас покажу, чего я не видел. DC5, CD4, потом, вот именно не видел, что надо бить. Вот не видел бить, по-моему, что-то я смотрел, видите, в расчете, что надо сюда бить. Либо думал, что еще в запасе ход какой-то у черных есть, то есть не видел именно боя. А здесь бой и вот такая вот ничья была. Ну, вот такие вот, я считаю, сегодня были интересные достаточно позиции. Как всегда, анализируйте сами, больше без компьютера. С компьютера уже, как я уже говорил, проверяйте что-то. И это нам поможет развивать, можно сказать, мозг. Ну, вот, мне сегодня, конечно, с одной стороны, проиграл очень много партий, но вот очень много материала и... Мало того, что меня выиграли мои ученики, так я еще и порадовался за те позиции, которые, в принципе, получились. Итак, еще раз до новых встреч и ждите новых видео.